Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в нашем видео расскажу об еще одной версии колеса жизненного баланса. Колесо жизненного баланса недавно вошло в нашу жизнь, и оно помогает немножко разобраться с теми сферами, которые есть в нашей жизни. Я вам постараюсь как бы вкратце показать, как это визуально может выглядеть. Расскажу о нашей версии колеса жизненного баланса. Итак, начнем. Колесо жизненного баланса представляет собой круг, разбитый на 8 частей, и эти 8 частей мы назвали следующим образом. Первое – это семья и отношения. Отношения и семья – это самая важная сфера нашей жизни, и я считаю, что ей нужно уделять как можно больше внимания из тех возможностей, которые у вас есть. Следующая сфера – это друзья и окружение, в том числе как бы родственники. Сфера расширяется за счет друзей, но никак не может расширяться за счет родственников. То есть родственники, они получаются органически. У кого-то кто-то рождается, кто-то с кем-то роднится, и таким образом здесь сильного прогресса нет. Но друзья и единомышленники могут быть полностью зависеть от ваших усилий, от вашей инициативы, от вашего позитивного взгляда на жизнь, поэтому старайтесь в этой сфере. Следующая сфера – это здоровье и спорт. Здоровье и спорт – это наша физическая выносливость, способность делать в том темпе, который вам необходим, или как это требуют окружающие обстоятельства. Здоровье – это то, что дано нам от природы. Спорт – это чего мы можем как бы развить до тех каких-то максимальных значений в отдельных направлениях, там легкая атлетика, тяжелая атлетика. Все сферы перечислять не буду. Спортом, пожалуйста, занимайтесь, получайте от этого удовольствие. Следующая сфера жизни – это личностный рост. Как только мы своему здоровью уделяем много внимания и спорт становится повседневной радостью, личностный рост – это следующая ступень. В чем это проявляется? Это вдохновление, инициатива, повышенный жизненный тонус и, соответственно, очень сильно это отражается на семье, и на яркости жизни. Следующий сегмент – это деньги. Деньги у нас по диагонали очень сильно связаны с отношениями и семьей. Чем лучше отношения в семье, тем проще управлять деньгами, проще их зарабатывать, проще сохранять, рационально вкладывать и приумножать. Следующий сегмент – это карьера и бизнес. По диагонали он находится напротив друзей и окружения и очень сильно взаимосвязан. Почему сильно взаимосвязан? Потому что чем лучше у вас друзья и окружение, тем проще вам строить карьеру, или если вы зашли в какой-то новый для вас, скажем так, профессиональный рост, то чем больше у вас друзей, чем больше знают о ваших навыках, тем проще вам выстраивать свою карьеру, проще продвигаться по карьерной лестнице или вообще просто комфортно работать. Как только карьера прошла определенный этап, вы можете принять решение о развитии собственного бизнеса. Это может быть пассивный бизнес, активный бизнес. Все зависит от ваших пожеланий и целей, которые вы ставите. Следующий сегмент – это у нас духовный рост и творчество. Духовный рост и творчество – это наша эмоциональная сторона. Она стоит напротив диагонали здоровье и спорт. И если у нас в духовном росте все хорошо, в творчестве все хорошо, любая эмоциональная нагрузка и перегрузка, стресс и прочее переносится достаточно легко. Вы легко восстанавливаетесь, вас бодрит то, что вы делаете, вы находите какие-то новые переживания эмоциональные и не устаете, то есть легко по производительности обгоняете своих коллег, друзей и свое окружение. Следующая сфера – это яркость жизни. Она находится между отношениями и творчеством. В нашем колесе жизненного баланса очень важно смотреть на соотношение, что с чем соприкасается и как сильно влияет. Итак, яркость жизни – это следующее, что идет после духовного роста и творчества, и яркость жизни связана с глубиной переживаний и длительностью переживаний, которые есть в вашей жизни. То есть, допустим, вы сходили на какой-то концерт, мероприятие, вы о нем вспоминаете и находитесь под впечатлением примерно там 1 день, 2 дня. Если у вас хорошие, там, проработанные глубинные как бы связи, и вы можете из этого впечатления извлечь там
позитив на неделю или на 2, или там на месяц, это говорит о вашем личностном росте. Теперь мы поговорим о том, как это использовать в повседневной жизни. То есть с чего можно начать, здесь снизу написано, чего можно достичь и как найти единомышленников. Самое главное в вашей жизни — это нужно найти единомышленников, потому что единомышленники добавляют немножко вам впечатлений, профессиональных навыков, идет какой-то естественный жизненный обмен, и, как правило, единомышленники, они вам чаще оказывают поддержку, чем то окружение, которое как бы есть. Следующий, второй вопрос — это чего можно достичь. Чего можно достичь — это, ну, как бы простой ответ, чего достигли другие единомышленники, эксперты в этой сфере, ваши знакомые. И вы можете, посмотрев на их там историю успеха, понять, какие шаги вы можете как бы начать, и плавно переходим к первому вопросу, с чего начать. Почему мы говорим о вопросе, с чего начать? Потому что переживать состояние мы можем бесконечно долго, а действия, как правило, ведут к достижению желаемого результата. Итак, давайте рассмотрим колесо жизненного баланса во взаимосвязи. Если у вас хорошо в отношениях и в семье, вам легко будет зарабатывать деньги. Если у вас есть хорошие друзья и окружение, вам легко строить карьеру или выстраивать бизнес. Если у вас хорошо со здоровьем, у вас всегда будет духовный рост и творчество. Если вы работаете над личностным ростом, у вас всегда будет очень яркое восприятие этой жизни. Если вам легко достаются деньги и появляются новые финансовые возможности, у вас отношения в семье получают как бы рывок на следующий этап. Если у вас хорошо идет карьера и бизнес, у вас появляются друзья и окружение, то есть вы легко находите единомышленников. Если у вас духовный рост и творчество стабильны, и вы испытываете как бы регулярное вдохновение от жизни, то, соответственно, здоровье и спорт приобретают как бы новое качество. Яркость жизни всегда взаимосвязана с личностным ростом, и здесь важно как бы понимать, что в традиционном измерении, то есть здесь идут как бы шкалы, условно, там от 1 до 10, мы считаем, что самое важное — это взаимосвязи. Какие есть как бы взаимосвязи? Ну вот первое я уже сказал, это яркость жизни, а вторая взаимосвязь — это деньги. Деньги всегда находятся между карьерой и бизнесом, и деньги всегда связаны с личностным ростом. Как только вы прошли стадию умения зарабатывать на жизнь и прошли стадию умения сохранять деньги, инвестировать, личностный рост позволяет инвестировать деньги в более крупные проекты, потому что в более крупных проектах важно не насколько этот выгоден проект, а важно, как люди оценивают вас, сколько хотят с вами общаться или насколько им комфортно общаться с вами. Колесо жизненного баланса — это повседневный инструмент, но не нужно его как бы использовать, как, так сказать, на износ. Его нужно использовать гармонично. Я сейчас использую некоторую подсказочку, да? То есть философия колеса жизненного баланса — это все сферы жизни между собой взаимосвязаны. В любой из сфер можно делать прогресс. Можно прогресс делать в нескольких сферах жизни или сконцентрироваться на одной из сфер жизни или сегменты. Мы начинаем рост против часовой стрелки. Почему? Потому что если мы начинаем с семьи и с отношений, это то время, которое мы тратим ежедневно на свое окружение, на того человека, с кем мы как бы живем, с кем мы строим отношения, либо семью, на своих детей. Вот. Следующее по времени, которое занимает, это наши друзья и окружение. И если мы не будем выделять время на здоровье и спорт, то нам потом физических сил не хватит для того, чтобы развивать следующую сферу личностного роста. Сфера личностного роста, она всегда дает прорыв после того, как предыдущие сферы, отношения, друзья, окружение и спорт уже стали для вас повседневной какой-то реальностью.
Деньги. Деньги — это больше философия управления деньгами, понимание, на какие цели вы хотите использовать деньги, как эти цели помогают развивать другие сферы жизни и как эти деньги нужны для построения карьеры или для построения как бы бизнеса. Этап карьеры и бизнеса очень важен. Почему? Потому что в любой сфере деятельности, даже если вы меняете профессию, важно умение понимать, каких высот вы хотите достичь, и понимание, с чего вы хотите начать. Почему так просто? Потому что если вы отвечаете на два вопроса, вы сразу как бы понимаете, вот таких высот я могу достичь, а правильный старт помогает сэкономить время. Если мы говорим о духовном росте и творчестве, важно подготовиться к эмоциональному выгоранию. То есть эмоциональное выгорание ввиду, там, так сказать, темпа жизни, в котором мы участвуем, оно не всегда благоприятно влияет. Избыток информации, он перегружает наше эмоциональное состояние. И важно уметь с этим эмоциональным состоянием бороться. Мы рекомендуем в данном случае хороший антистресс — это фридайвинг, это отдельная философия, отдельное умение контролировать свое эмоциональное состояние, ну и умение достигать физических результатов, о чем мы попозже расскажем. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, ставьте лайки. Если у вас есть что добавить, пишите в комментариях, а я продолжаю. Яркость жизни. Яркость жизни — это то, что нас мотивирует на следующую ступень развития в каждом сегменте. Регулярно, примерно один раз в 3 года, нужно пересматривать свои цели и достижения, постараться открывать новые горизонты или искать второе дыхание. Почему это важно? Потому что основной критерий яркости жизни, он всегда стимулирует как бы второй круг. Второй круг в отношениях, второй круг в друзьях, единомышленниках и второй круг в здоровье и спорта. Почему здоровье и спорт взаимосвязаны? Потому что, несмотря на то, какая у нас как бы генетика, смотря в какой ситуации мы оказались, вдруг вы оказались в тяжелой ситуации, там перелом, вывих, какие-то травмы, важно как бы настроиться на восстановление и достижение такого состояния, которое вас бодрит и помогает вам достигать тех целей, которые вы решили. Я кратко вас сейчас ознакомил с колесом жизненного баланса. Это не последнее видео. В дальнейших видео я вам расскажу о каждом сегменте этой жизни и расскажу, как достигать в нем значительных результатов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Желаю всем добра.